Добрый вечер. Рад всех приветствовать. Сегодня мы с вами продолжаем интенсив Таро, который носит название «Искусство управлять». В чате спрашивали, задавали вопрос, что за искусство управлять такое, кем управлять людьми, это что, НЛП или что-то такое. Напомню еще раз то, что озвучивал на первой части этого интенсива, что искусство управлять нужно всем людям, которые живут в социуме. Потому что хочется не хочется, приходится нам управлять другими людьми. Иногда мы это делаем сознательно, иногда бессознательно, иногда вынужденно, иногда по желанию. Да. Кто-то идет во власть, кто-то идет в политику, кто-то идет в подчинение, потому как любит подчиняться этой самой власти, любит, чтобы им управляли. В обиходе, в бытовых каких-то ситуациях, в рабочих ситуациях мы имеем дело с людьми, и нам приходится ими управлять осознанно, неосознанно, напрямую, через приказы, либо через какую-то лесть, либо через какие-то манипуляции положительные или отрицательные. То есть это, опять же, не всегда плохо. Иногда вам нужно управлять большими коллективами людей. Да? То есть в общем и целом общение очень часто сводится к управлению. Это одна из особенностей человеческого социума, скажем так. И, соответственно, так как мы с вами на этом интенсиве и на предыдущем интенсиве, ссылочки на которые будут в описании к этому видео обязательно, это по младшим арканам, мы с вами говорили о том, что младшие арканы как раз и представляют собой такой как бы срез общества. Каждый человек в какой-то момент своего взаимодействия с другими людьми, он находится на каком-то из этапов развития своей ситуации. Ситуация — это, как правило, какая-то история, которая идет из какой-то завязки через кульминацию в какую-то развязку. Да? Все это дело мы с вами рассматривали на младших арканах. Ссылочка будет в всплывающей где-то колонке. И, соответственно, когда выпадают какие-то карты, да, эти самые карты младшие арканы показывают, где, на каком этапе развития ситуации у нас с вами находится рассматриваемый человек. Неважно, себе вы рассматриваете, какому-то клиенту, либо на какую-то абстрактную ситуацию смотрите. В любом случае, у нас с вами мы можем сориентироваться, где мы находимся и куда дело идет. Это, собственно, по младшим арканам. Напомню, что старшие арканы у нас скорее относятся к, скажем так, к сфере причинно-следственных связей. Да? Посмотрите лекцию по колесу фортуны, допустим, где четко и ясно становится, что каждый человек видит мир со своей точки зрения, объясняет это своими причинно-следственными связями, и в принципе они тут есть. Старшие арканы, напомню, это ответ на вопрос, почему у человека что-то происходит, по какой причине. Итак, еще раз. Младшие арканы у нас показывают, где человек находится в ситуации, да, ближе он к началу, либо уже завершает свой путь по этой ситуации. Старший аркан отвечает, почему он вообще вляпался в эту ситуацию, либо почему у него проблемы вот на данном этапе развития своей истории. Ну и, собственно, то, что мы с вами рассматриваем сегодня, искусство управлять людьми, не только и не столько ситуацией, сколько людьми. Каждая ситуация у нас привязана к людям, к человекам. И когда мы пытаемся управиться с ситуацией, управлять ситуацией своей жизненной, мы обязательно делаем это через людей. Потому как мы живем с вами в социуме. И, собственно, для того, чтобы понять, как управиться с ситуацией, нужно понимать, как взаимодействовать с людьми. То есть, попросту говоря, как управлять этими самыми людьми. С благими намерениями, само собой, потому как любой разумный человек, рано или поздно, изучая Таро, приходит к пониманию того, что такое зло, что такое благо, да, и, соответственно, выбирает свою сторону. И карты Таро нас учат тому, что мы можем выбрать всеобщее благо, да, для того, чтобы к нему приобщиться, для того, чтобы стать частью этого блага. Это уже уход в какую-то религиозно-философскую тематику. Мы не будем с вами углубляться так серьезно. Мы с вами сосредоточимся на одном из аспектов этого процесса. То есть, в частности, взаимодействие с людьми для благих целей, для того, чтобы ими управлять. Вот коротенько, да, так на 5 минут
обрисовка тематики. Сегодняшний наш эфир посвящен королям и королевам, как управляющему звену вот всей этой шарашки, в которой мы с вами так весело барахтаемся. Ну, кто весело, кто не очень весело. Надо искать, надо находить в текущей ситуации хоть какую-то радость для того, чтобы не терять бодрость духа. Это обязательно должно быть. На прошлой лекции, на первой части интенсива, мы с вами рассматривали, кто такие пажи и кто такие рыцари. В чем их отличие, в чем их слабые стороны, в чем их сильные стороны. Напомню коротенько, опять же, чтобы вы вспомнили, что пажи у нас являются, скажем так, младшими научными сотрудниками, да, вот всей этой шарашки, в которой мы с вами трудимся. И они выполняют функциональную роль. Они что-то делают. Но делают они это, исходя из того, что должны делать. Что отличает человека, который является уже пажом, от человека, который находится где-то там в придворных картах? Потому как один из в младших арканах. В общем, что отличают придворные карты от младших арканов? Во-первых, все придворные карты — это своего рода элита общества. И если вы помните, я на прошлой лекции приводил пример Хофамтершпиль, да. Хофамтершпиль — это немецкая колода, которая как раз и показывала, скажем так, табель о рангах, да. Вот тот самый срез общества средневекового, где каждая из карт выступала в роли какого-то звена этого человеческого общества. И придворные карты — это те, кто управляют всем этим обществом, управляют всей этой ситуацией, скажем так. Поэтому каждая из карт придворных понимает, что она управляет ситуацией. Но пажи пока не имеют свободы делать это так, как им хочется. Они вынуждены управляться ситуацией через свои собственные силы. Ну, грубо говоря, они понимают уже, что надо делать для того, чтобы сохранять контроль над ситуацией. Напомню, элита — это не значит, что вы над какими-то людьми. Элита — это те, кто управляют. А если мы с вами говорим о ситуации человека, то управляет человек своей ситуацией. Еще раз напомню. Человек, который понимает, что происходит в ситуации, он автоматически переходит в разряд придворных карт. Потому что когда ты начинаешь понимать, что происходит, ты начинаешь понимать, что надо сделать. И уже только от тебя зависит, будешь ты это делать или не будешь ты это делать. Хватит у тебя сил, либо не хватит. Хватит у тебя ума, возможностей, ресурса, душевного какого-то чувствования, либо не хватит. Вот пажи — это самый минимум. Это когда человек только понял, что он должен управлять ситуацией, но еще недостаточно опытен для того, чтобы делать это так, как хочется. Поэтому пажам лучше спрашивать совет у старших товарищей, да, у более опытных, у рыцарей, которые уже, как говорится, плавали, знаем, да, уже понимают, как пахать эту целину. И если вы обратите внимание, у нас как бы логичное продолжение одной карты в другую. У пажа только-только начатая это вот целина, да, только слегка, он только понял, что ему надо делать. У рыцаря это уже полный процесс, да, он уже вспахал эту целину, возможно, не один раз, он может делиться опытом, он уже знает, как это делать, поэтому рыцари имеют больше степеней свободы. Они свободнее в выборе инструмента для осуществления своих идей. Пажи работают с тем, с чем придется. Да, им приказали, там надо делать, и они делают, понимая, что они делают. Рыцари делают не только то, что понимают, но и то, как им хочется. Вот и вся разница между рыцарями и пажами. В какой-то ситуации вы имеете больше степеней свободы, больше опыта, и, соответственно, можете привлекать еще за собой этих самых пажей, да? Собирать в одну команду и потихонечку указывать им, что и как, делиться опытом. Вот. Напомню, что все пажи, каждый по своей стихии, несколько зависят от своих сил, от своих возможностей, не до конца понимают, что происходит, поэтому управлять ими просто, ими нужно просто командовать.
Пажи, в принципе, еще пока согласны на то, чтобы ими командовали. Когда человек вас спрашивает, что мне делать, уже понятно, что он находится на уровне либо рыцаря, либо пажа. Если же человек спрашивает, а как это сделать, да, то есть он понимает уже, что надо сделать, но не знает как, значит он паж. Рыцарь не будет спрашивать, как надо сделать. Он спросит, что делать, а уже как сделать, он как бы выберет себе сам, так как у него это лучше получается. Поэтому пажи, они спрашивают, что делать и как делать. И рыцари спрашивают только, что надо сделать. А уже как, я уже сам решу. Да? Вот, это рыцарь. Более подробно на предыдущей лекции мы с вами вспомнили. А вот теперь мы с вами переходим к сливкам, да, нашего общества. Ну, опять же, это образно. Я думаю, что вы понимаете, что все вот эти элитные элиты — это условное обозначение. Человек, который понимает, где он находится, да, он, соответственно, либо берет на себя какую-то роль, либо просто плывет по течению. Если он просто плывет по течению, не желая разбираться в ситуации, он скатывается в младшие арканы, он просто катится по склону. Он просто плывет по волнам, он просто участвует в том, что происходит, без всякой инициативы. Люди, которые пытаются внести свой вклад, они уже в придворных картах. Королевы и короли. Что их отличает от рыцарей и пажей? Еще раз напомню, что если вы вспомните картины из Айвенго, да, и из романов Вальтера Скотта, либо вспомните школьные уроки по истории, школьные, университетские, неважно, вы поймете, что пажи и рыцари, они выполняют приказы, отдают приказы короли и королевы. То есть у нас с вами проходит такая граница как бы перелома между рыцарями и королевами. Рыцари занимают подчиненное положение, как и пажи. Королевы уже командуют. Причем это все отображено визуально. Напомню вам, что карты Таро — это как-никак визуальный инструмент. Визуально-интуитивный даже, я бы сказал. Я очень люблю вот это сочетание слов, визуально-интуитивный подход к гаданию, потому как именно так карты Таро и работают. Мы берем какой-то визуал из карт Таро и интуитивно встраиваем его в ситуацию, рассматриваемую раскладом. И, соответственно, то, что мы видим, можно порой трактовать чуть ли не буквально. Некоторые это называют цыганским гаданием, я в том числе. Ничего против цыганского гадания не имею, просто потому что серьезное гадание, да, скажем так, тарологический подход, да, не просто так, а на полупроводниках, да, тарологический подход, он включает в себя и цыганское гадание тоже. То есть вы буквально можете трактовать карту как то, что вы видите. Допустим, паж пентаклей — это молодой человек там с денежкой, допустим. Или еще что-нибудь такое. Да? Конечно, есть еще в цыганском гадании и традиционные какие-то значения. Допустим, тот же самый паж, причем неважно, пентакли, не пентакли, любой масти, паж является, скажем так, символом новости. Почему новость? Почему рыцарь не может являться символом новости? Рыцарю не положено. Положено пажу. Потому что паж — слуга, который не знает, как это сделать правильно. И если передавать новость, да, раньше ж не было смс-ов, пейджеров и прочих телефонов, да, телеграфов не было. С глубины почты что-то передавали в самом лучшем случае. Но чаще всего информацию, какие-то новости передавали с помощью слуг. Я думаю, опять же, если вы читали исторические книги, смотрели фильмы, то слуга, бегущий с запиской, да, либо с устным посланием, которое он запомнил, из слова в слово, вот это тот самый паж, который передает какую-то новость, приятную, либо неприятную, да. Очень часто это новость о рождении ребенка,
прям есть в этом самом. В литературе очень часто встречается этот мотив, да, поэтому очень часто паж это не только молодой человек, ну, ребенок, да, но и новость о ребенке. Традиционно просто идет. Но в любом случае, паж должен просто передать сообщение, как ему сказали, так и передать. Без всякой отсебятины. Рыцари такими мелочами не занимались. У них уже, они сами от себя могли что-то добавить, что-то придумать. Они должны были восхвалять хозяина ситуации, но делать это уже так, как ему хочется. Рыцарь имел право на слово, да, вообще рыцарь у нас, если вы помните, это равенство определенное между похожими людьми. Вот, поэтому паж это подчиненное положение, а рыцарь это хоть и подчиненное, но почти на равных. Если вы смотрели такой интересный фильм, сериал, да, или если вы читали, что еще лучше, «Огнем и мечом», да, вот там был такой персонаж, я уж не помню, как его зовут, Шляхтич. А, не помню толком. Обедневший шляхтич, который пошел в услужение к какому-то там важному, так более серьезному главному герою. И вот главный герой, как нормальный, нормальная элитная элита того времени, порой и прикрикивал на этого своего как бы слугу. Хотя этот как бы слуга был благородных кровей и порой так выпрямлял спину и говорил: вы на меня, ваше благородие, не кричите. Я хоть и бедный, но шляхтич. И вот это вот равенство рыцарей, равенство элит, по крайней мере в Европе, соблюдалось неукоснительно. И если оно нарушалось, это самое право, то соответствующим образом это все дело вело к каким-то последствиям. Поэтому рыцари считали моветоном считать какого-то рыцаря ниже себя. Единственное, чем они считали честным и правильным мериться, это собственной силой, удачей, отвагой, ну, то есть такими вот рыцарскими этими фишками. Вот, богатство тоже, конечно, но это было так, не очень принято. Королевы и короли, если вы заметили, они являются более пассивными картами с точки зрения динамики, с точки зрения динамики процесса. Пажи и рыцари стоят на ногах. И если пажи вот на своих двоих раз-два, да, то рыцари, как тот самый Масленица, на лошадях раз-два, три-четыре, раз-два, три-четыре. Соответственно, это подвижные, рабочие карты. Они выполняют указания. Отдают указания те люди, которые сидят на троне. Они сидят, не шевелятся, никуда не идут. Да? Вот вам цыганское гадание. Человек сидит, значит, он будет руководителем. А что делает руководитель? Он же не многоходитель, да? Он же не ногами ходит, он руками водит. Указывает, что и как надо делать. Поэтому королевы и короли — это более серьезная фигура, которая заставляет других людей делать то, что надо. И как вот эти две фигуры заставляют других людей выполнять указания. То есть, если вы встречаете человека, который вам говорит: слушай, тебе надо сделать вот это, вот, да, иди там, возьми, тебе будет лучше. Даже если это не является формой прямого указания, да, прямого приказа, то как бы человек уже ставит себя над ситуацией и как бы отдает вам приказ, который вы должны сделать. Можно понимать, что человек воспринимает себя как более опытный, более умный, более сильный, либо более тонко чувствующий ситуацию, нежели тот, кому он дает совет. Поэтому все учителя, все советчики, ну и я в том числе, да, так как я вам советую, учу вас, как там правильно читать карты Таро, все это дело идет с точки зрения управления ситуацией. Я, допустим, уверен в своих знаниях по поводу карт Таро, поэтому я не буду дергаться, бегать, спрашивать где-то у кого-то совета, а как именно делать, а как и что. Я уже эту стадию давно прошел, и я думаю, что я либо королева, либо король. Королем я, наверное, себя никогда ощущать не буду, потому как мои знания в Таро постоянно пополняются, то есть
Я никогда не буду чувствовать, я так подозреваю, что я все знаю о картах Таро. Это бесконечный путь, поэтому, скажем так, от идеала, которым чувствует себя король, я еще далек и буду, наверное, далек еще очень-очень долго. Я надеюсь на это. Вот. Так что, в общем и целом, короли и королевы воспринимаются как люди, обладающие большим ресурсом, нежели те, кто является исполнителем. И они не должны выполнять чужие приказы. Разница только между королем и королевой в том, как они относятся, собственно, к ситуации. Объясняю. Если мы берем средневековые элиты, а мы обязательно их должны рассматривать. Я, конечно, понимаю, что не всем зрителям, не всем участникам это нравится, но мы с вами работаем с средневековым инструментом, который отражает в полной мере средневековое видение мироустройства. Поэтому, если вы хотите качественно, грамотно им работать, вы должны немножечко принять этот взгляд. Это не значит, что надо разделять все устремления, да, людей того времени. Однако для того, чтобы хорошо работать этим инструментом, вы должны понимать его. В чем разница между королевой и королем? Вот я сейчас захожу на очень тонкий лед, и мне сейчас нужно аккуратненько формулировать свои фразы, чтобы, не дай бог, не обидеть ультрадемократический YouTube в том плане, что у нас тут идет какая-то тематика различий, скажем так, в плане пола. Да? У нас есть королевы и короли. И нам с нашей точки зрения кажется, что ну так они же вдвоем правят. Все нормально, они там почти равны. Да, потому что королева, что король, какая разница? Оба могут сидеть на троне, оба являются хозяевами королевства. Более того, во многих сказках, да, это практически там чуть ли не однотипные персонажи, особенно где-нибудь в каких-нибудь смешных сказках, где царица чуть ли не умнее царя, да, и сильнее или еще там что-нибудь в таких более современных сказках. В общем и целом, в средние века было, мягко говоря, чуть-чуть не так. Королева, конечно, являлась супругой короля. Конечно, тоже все те люди, которые являлись подданными короля, являлись и подданными королевы. Однако, она не могла распоряжаться ими так, как хочется. Она могла отдавать указания, отдавать приказы, управлять ситуацией, но ограниченно. Она не должна была делать что-то самостоятельно, за нее, конечно, что-то делалось, да, но тем не менее разрулить ситуацию так, как ей хочется, в полной мере она не могла. А вот король мог. Поэтому так сложилось, что средневековые ощущения, что король главнее, остались у нас до сих пор. Наше общество устроено так, как оно устроено. Вам это может нравиться, может не нравиться, но карты Таро отображают несколько, скажем так, ну не то чтобы устаревшее понятие, но те, которые заложены глубоко внутри каждого человека. И глубоко подсознательно мы все равно чувствуем, что мы не дотягиваем порой до полного управления этой ситуацией, так как это выглядело бы с точки зрения короля. Напомню вам образ, который я часто использую на своих курсах. Если вам интересно узнать, что за курсы, я думаю, что в описании к этому видео есть контакты, по которым вы можете со мной связаться. Как раз сейчас мы вот выходим с очередной группой на середину младших арканов, да. Раз в 3 месяца я запускаю курсы, которые позволяют вам изучить Таро на том уровне, который позволит очень хорошо стартануть для того, чтобы пользоваться ими самостоятельно, без помощи там каких-то других тарологов и прочего всякого такого. То есть я даю хорошую базу, где объясняю на примерах, как это работает в раскладах уже. Да? Здесь я вам даю теорию, на курсе я могу вам дать практику. Поэтому, если вам интересна практика, а не только теория, да, если вам интересно, как это работает в реальной жизни, приходите ко мне на курсы, научитесь. Ну и, собственно, на этих курсах я очень часто привожу такой пример. Есть
некий пиршественный зал, где пажи носят блюда, разносят эти самые блюда, наливают пирующим рыцарям вино, меняют блюда, в общем, выполняют какую-то работу, которую сами ну, скажем так, не выбирают, что им надо делать, они просто делают то, что надо. Это пажи. Рыцари уже могут выбирать, это блюдо кушать или это, как себя вести, много пить, мало пить, делать вид, что ты не хочешь кушать, но, скажем так, пропустить приглашение ты не имеешь права, ты подчиненный человек, поэтому даже рыцари должны приходить. Управляют всем этим делом короли и королевы. Король и королева сидят во главе стола, именно на них обращены все взгляды, именно в их честь поднимаются все тосты. В общем и целом, они главные на этом празднике жизни. Остальные как бы участвуют в угоду им. Но королева имеет право встать и уйти. То есть уйти из ситуации она может. Она управляет ей до такой степени, что, ну, скажем так, максимально управляет собой в этой ситуации. Распоряжается этой ситуацией. Пусть не владеет полностью, вернее, ну как сказать, распоряжается-то она ограниченно. Владеть ситуацией она владеет наравне с королем. А вот распорядиться полностью на все 100% не может. Максимум, с чем она может распорядиться в этой ситуации, это собой. Она может уйти из этой ситуации. Она может влиять на эту ситуацию, пересаживать этих рыцарей, выгонять кого-то. Чего не может сделать королева, это закончить этот пир. Она не может сказать мужу, королю, да, что я устала, давай всех выгонять. Это может сделать только король. Нормальный король может сказать, раз ты устала, иди спи, а мы с мужиками продолжим. Да? Скажем так. Примерно так это выглядело раньше. Много у кого это выглядит и сейчас, я так думаю. Да? Королева — это, скажем так, главный бухгалтер на предприятии, которая имеет в подчинении и свою бухгалтерию, и определенным образом влияет на всех, кто работает на этом предприятии. Единственный человек, которым она не управляет, это директор. Королева может управлять королем только путем манипуляций. Именно поэтому она, скажем так, так сильна в манипуляциях. Не только королева Пентаклей, в принципе, все королевы должны хорошо уметь в манипулировании. Потому как отдавать зачастую прямые приказы королевы не могли. Они как бы считались номинативными владелицами, да, у них были как бы номинативные подданные, да, но вот отдавать приказы королевы могли через королей, допустим, и то, если король соизволит. Поэтому королева тоже зависима от ситуации на какое-то процентное соотношение. Вот как-то так. Вы, конечно, там я уже вижу, вспоминают Медичи, да, сейчас вспомнят Екатерину II и вспомнят там еще кого-то, да, Ольгу. Мне сегодня ученица, кстати, одна из моих учениц, с которыми мы занимались индивидуально, да, у меня есть еще и индивидуальное обучение. Вот мы с ней как раз сегодня закончили 3-месячный такой курс, очень плотный. Вот, освободилось место, если у кого-то есть желание учиться у меня индивидуально, тет-а-тет. Это, конечно, стоит дороже, но, тем не менее, это того стоит, от того, что мы работаем индивидуально. В общем, по всем таким вопросам контакты есть в описании к этому видео. Вот она мне привела пример. А была же княгиня Ольга, которая управляла. Да? Была и княгиня Ольга, и Екатерина II. Но это вариант, скажем так, управления, когда женщина считалась королем. Скажем так, она брала на себя функции короля. Если есть король, который не функционален, не может выполнять свою функцию, да, тогда вперед может выходить королева, которая становится королем. Король мужского пола таким образом становился королевой, и он все спрашивал через само. В общем и целом, и княгиня Ольга.
и Екатерина II, и Мария Медичи, и все женские персонажи, которые управляли когда-то, будучи королевой, да, они все являются исключением, подтверждающим правило. Потому что много, сотен лет династии передавались как раз вот, власть передавалась предпочтительно от отца к сыну. Мужчина всегда управлял человечеством, скажем так. Так устроено, так работает, потому что мужчина объективно сильнее женщин. Король всегда имеет больше власти, чем королева. Само собой, что я тут не критикую то, что происходит, и не радуюсь тому, что происходит в нашем человечестве. Оно так, как оно есть. Мы тут собрались не критиковать, не рассуждать о том, что хорошо, что плохо. Да, как есть, так и есть. Давайте учиться разбираться в этом, а не критиковать. Так что вывод такой. Если вы хотите понять, кем является человек, при взгляде на королеву, вы должны понимать, что человек в раскладе не имеет всей полноты власти. Но когда выступает король вперед, он имеет всю полноту власти. Он может делать все, что хочет. Он может встать и уйти с вечеринки, а может закрыть вечеринку совсем, прекратить, сказать: так, все, расходитесь. Всем завтра на работу, и так уже там все выпили. Вот. В общем, король завершает фазу развития младших арканов тем, что человек полностью контролирует ситуацию. И беспокоиться как бы не о чем. Конечно, идеала нет. Каждый король может только думать, что он контролирует ситуацию. И, как правило, есть, если устроена власть определенным образом, да, устроена она таким образом, что обязательно есть несколько королев, которые управляют поведением этого самого короля. И через него продвигают какие-то свои интересы. Особенно ярко это было проявлено в средние века на Востоке, да, там, где существовал институт гарема, институт многоженства, да, как-то так, наверное, будет правильно по-русски. И соответственным образом каждая из жен падишаха какого-нибудь, да, хана, вот они вели такую подковерную борьбу, интриги, расследования, это вот все для того, чтобы оказать влияние на главного, на падишаха, на короля, на хана, да? Делали это через каких-то подставных лиц, через своих детей, завести ребенка от короля в институте вот этого гарема, да, ну там наложницы, либо это жены, не суть важно, да, некоторые наложницы управляли своими повелителями круче жен. Так что, в принципе, королева — это не штампик в паспорте. Королева — это умение управлять своим повелителем. У рыцарей такой возможности нет. И у пажей такой возможности нет. Пажи и рыцари могут только просить. Да? Ну, рыцари еще могут требовать иногда. Если повезет, к ним прислушивались. А вот королевы напрямую управляли этими самыми рыцарями и пажами, а вот королями пытались управлять, скажем так, подковерно. С помощью манипуляций. У некоторых это получалось. Но это не значит, что королевы становились королями. Еще раз, короля от королевы в управлении отличает возможность отдавать приказы напрямую. Вот как-то так. Это основное отличие, которое вы должны понять, скажем так, в том, что касается разницы между королями и королевами. Сейчас, конечно, все это более мутно выглядит. Сложно понять, сложно разобраться, что, как и где. В Средневековье, в самом деле, как-то все было более отчетливо, более ярко выражено. Да, вот король, все понятно. Да, вот королева. Она как бы может проводить свою политику, но для этого ей нужно быть хитрой, нежели сильной. Больше хитрой, нежели умной, нежели сильной, скажем так. Вот. Соответственно, в семье тоже все было более или менее понятно. Вот есть пажи,
младшие дети, которые сами неразумные, за ними еще надо смотреть. Они то посуду разобьют, то соли там в борщ подсыпят, то еще что-нибудь. Ну, в общем, за ними глаз да глаз. Вот. А с рыцарями все проще. Это старшие дети, это подростки, может быть, да. Им нужно просто сказать, что надо делать, они уже знают, как это надо делать, да, и как мусор вынести, и как с собакой погулять, и как уроки поделать, это все к рыцарям. Потихонечку они обретают самостоятельность, они уже там начинают нос задирать, говорить, я лучше тебя в интернете разбираюсь и прочее всякое такое, да. Всем, у кого есть в семье подростки, большой привет и мои искренние слова поддержки, скажем так. У меня старшая дочь уже перешагнула рубеж 18-летия и уже живет самостоятельно, отдельно, учится в другом городе, живет в общежитии, наращивает самостоятельность. Вот. Королевы — это, несомненно, матери. Если говорить про средневековье, это точно матери. А короли — это точно глава семьи. Да? Это старший мужчина в семье. Это тот, кто должен был следить за порядком в семье, создавать правила, которым все должны следовать, и, соответственным образом, заботиться о безопасности и достатке этой самой семьи. То есть он такой добытчик, кормилец, а мать этим всем делом распоряжается. Распоряжаться ресурсом королева должна с разрешения либо с ведома короля. Ну, по крайней мере, так в семье было принято. Да? Женщина не должна была сама решать степень расходов семьи, там, допустим, на еду, на какую-то одежду, на какие-то ресурсы, да, и прочее, прочее. Все решалось через отца. Мать создавала запрос, да, потому что нужно детям, там, нужно семье, да, ты тоже должен ходить хорошо одетым и вкусно накормленным, поэтому, ну-ка, все, вставай, будильник уже звенит, иди на работу, там, охотиться на этих самых мамонтов, да, либо там, иди завоевывай соседнее королевство, а то наше уже, как бы, там, в нашем уже мышь повесилась, да, в королевстве, так что давай там что-нибудь, иди там, пограбь кого-нибудь, что ли, или как, или что, войну какую-нибудь замути. Вот. Это, соответственно, такой мотивационный фактор. Королева управляет ситуацией, мотивируя, манипулируя сильными сторонами ситуации, то есть этим самым королем. Вот такие дела. Короли, соответственно, в свою очередь, могут делать все, что им заблагорассудится. Все, что хочется. Почему? Потому что он король, он главный. Все. Что тут спрашивать? Что тут непонятного? Я хозяин семьи в доме. Я хозяин в доме. Цыц, женщина, твой день 8 марта, и вот это вот все. Да, не так давно еще было распространено, допустим, в Европе, в Германии такое понятие, как 3К. Это не ККК, не Куклукс-клан, как в Штатах. Это другое. 3К — это Киндеркюхе-Кирхе. Да? То есть понятие того, что женщина вообще должна на кухне рожать детей. Все. И по воскресеньям ходить в церковь. То есть женщине позволено ходить в церковь, рожать детей, заниматься детьми. И, соответственно, заниматься домашним хозяйством. Кухня. Да? Вот. Мужчина же мог делать все, что ему заблагорассудится. Захотел, пошел там на войну. Захотел, развелся с женой. Не захотел, не развелся. Мало где, в каких обществах женщина имела столько свобод, сколько имел мужчина. Вот. Вот такие дела. Так что это нам, с нашей точки зрения современной, где женщина имеет право голосования, женщина имеет право там работать там, сям, там самолеты водить, я не знаю, шпалы укладывать, если не хватает ума, самолеты водить. В общем, все что угодно может делать женщина, если она может это. То есть возможности современного человека, они расширили вот эти границы, размыли, вернее, эти границы между мужчиной и женщиной. С одной стороны, это хорошо, потому как, ну, равенство возможностей, это, конечно, хорошо. С другой стороны, это создает массу проблем, которые у нас выливаются в последнее время
в виде конфликтов между полами, какие-то гендерные вопросы, вопросы равенства, неравенства туда же. Я, допустим, если вам так хочется знать мою точку зрения, я сторонник теории, скажем так, заслуг. Если ты заслуживаешь какое-то право, то, пожалуйста, на здоровье. Если у тебя получается, да занимайся. Если ты достаточно умная женщина, чтобы быть профессором, либо там самолетом управлять, либо в космос летать, либо там, я не знаю, в Сейме депутатом, да, либо быть премьер-министром, как кто там у нас, Ангела Меркель, там Маргарет Тэтчер, если помните. Вот. В конце концов, если у тебя хватает сил, воли, умения и удачи, то можно и королевой быть, да, как вот в Англии. Да? Не так давно только закончилась очередная королева. Вот, и начался следующий король. Так что я только за. Но не обладая какими-то свойствами, качествами, требовать себе прав, которые дают твои возможности, я считаю это не очень правомерно. Я считаю, что ты должен заслужить право считаться, ну, скажем так, достойным этого самого права. Да? Вот. Ну, хорошо, об этом сегодня не будем, но раз уж у нас речь идет о различиях, то, соответственно, упомянуть подобие, похожести обязательно надо было. Вот такие дела. Так, что у нас там в чате? В чате, возможно, интересные вопросы. Сейчас я полистаю, гляну, что там в чате интересного. И, соответственно, пойдем с вами по мастям. Потому что королевы, короли, это, конечно, хорошо, но у нас же есть разница мастей. Собственно, вот эта разница мастей или стихий, да, как раз у нас с вами и выливается во взаимодействии характеров. То есть эти самые характеры начинают в определенной форме реализовываться. Стихия — это форма проявления этой самой силы, да, этой самой возможности управлять ситуацией. Вот как-то так. Так, Retro Real Cinema спрашивает, если королева, такая как Екатерина, берет на себя функции короля, то ее фавориты берут на себя функции королевы? Ну, соответственно, да. Да, альфа-самец может быть только один. Король может быть только один. Наложниц у него может быть много. Фавориток у главы семейства может быть много. Вот, это так и работает. Где-то меньше, где-то больше. Там, где общество более традиционное, там больше фавориток может быть, да, то есть королев. Вот, где-то многоженство допустимо, если у тебя есть ресурс. Вот. Я не противник многоженства, просто потому что считаю, что в каких-то культурах это вполне допустимо, потому как эти культуры развивались в тех условиях, где все сформировалось вот таким естественным образом. А где-то наоборот. Были какие-то условия, как, допустим, та же самая суровая Скандинавия, да? В суровой Скандинавии много веков подряд так сложилось, что женщины вообще-то впахивали наравне с мужиками, потому что если они не впахивали наравне с мужиками, то, соответственно, они очень быстро заканчивались. Как женщины, так и мужчины. Вот, потому что север штука суровая. Им там до первичных половых признаков, этим силам природы, им пофигу. Вот. Поэтому женщины там становились как-то более, скажем так, ответственными в этом плане. На Востоке, где благоприятнее природа, где легче жить, вот, мужчины могли обеспечивать большое количество женщин, и, соответственно, большему количеству женщин не требовалось работать. Ну вот и все. Поэтому чем ты богаче, чем тебе проще обеспечить свою жену, тем у тебя их может быть больше. Так сложилось, так до сих пор тянется в определенных культурах. Так что, окей, для них это нормально. Но в Скандинавии сложилась обратная, допустим, штука, да.
Женщина за счет того, что она становилась такой же сильной, как мужчина, она приобретала определенные права. И если вы загуглите право голосования женщины, гляньте первые 5 стран, которые получили это еще до Октябрьской революции. Да? Все любят вспоминать, что в Советском Союзе женщина получила право голосовать раньше всех. Ничего подобного. Скандинавия была первой, кто предоставила женщинам право голоса. Да? Просто потому, что женщины там и так это право имели, по сути. Вот. Вот такие дела. Так. Так что, в принципе, да. Если у вас есть возможность содержать несколько фаворитов, или если вы достаточно богатый пацан, да, уверенный в себе, уважаемый, вы можете иметь жену, потом там еще одну жену, да, только такую неофициальную, в другом городе еще одну жену, там, уважающий себя пацан и уважаемый среди других пацанов пацан обязательно должен иметь жену и пару любовниц. Ну, значит, что же он за пацан-то такой, понимаете? А когда ты там какой-нибудь слесарь второго, третьего, пятого разряда, да, то какая нафиг вторая жена? Одну бы прокормить, потому что жена-то сама впахивает вон на соседнем заводе там или фабрике. Это другое. Вот. Поэтому да, король должен быть один, а вот жен у него может быть там фавориты королев может быть несколько. Вот. Как-то так. Наталья Иванникова пишет, что, на мой взгляд, мужчина должен быть во главе семьи. Я считаю, Наталья Иванникова, что во главе семьи должна быть глава семьи. Кто сильнее, умнее и сообразительнее, тот и должен быть во главе семьи. Потому как я в своей работе тарологом очень часто сталкиваюсь с ситуациями, ну, может быть, это от того, что проблемные семьи, да, приходят, где женщине приходится на себя брать роль главы семьи от того, что муж такой, ну, типа тряпочка. Понимаете, вроде бы как бы мужчина, да, а зарабатывать там, обеспечивать безопасность семье не хочет. Вот, или не может. А женщина может и хочет, да. И вот кто глава семьи? У кого там между ног что-то болтается, так это такое, это не показатель ума и силы. Ретро Real Cinema. А не так, что у короля все-таки первично ответственности делать он может, конечно, все что угодно, но при этом не забывать, что он король, только пока на нем вся ответственность лежит. Но это в любом случае, если на вас возлагается ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных, это автоматически делает вас королем. Власть это не только права, это еще и обязанности, которые вы несете. Ответственность это самое, понимаете? Гляньте, пожалуйста, я очень всем советую для более четкого чувствования арканов, да, и именно придворных арканов, и разницы, вот скажем так, между слоями общества, между умением держать себя в руках, или управлять ситуацией, или управлять другими людьми, либо зарабатывать там, обеспечивать ресурс, вы должны, ну, хотя бы посмотреть сериал, да, я уж не требую от современного зрителя там что-то читать или в чем-то разбираться, где-то учиться в университетах и впрочем. Гляньте хотя бы сериал, там в доступной легкой форме вам покажут то, что можно почувствовать. Например, есть такой сериал, называется «Аббатство Даунтон». И как раз показан момент перехода европейского общества, ну, в частности, английского общества, от поствикторианского устройства к современному. Первая мировая война, вот этот переломный момент, и если кто-то не в курсе, то в этих самых Европах Первая мировая война считается более значимым историческим моментом, нежели Вторая мировая война. Почему?
Потому что именно в этот момент произошел исторический перелом, и общество стало формироваться по-другому. Элитные элиты уступили свои позиции, английские лорды потеряли свое влияние, потому что общество стало работать немножко по-другому. Выровнялись права и возможности. Именно за счет того, что человек стал зарабатывать, среднестатистический человек стал зарабатывать больше, у него появилось больше возможностей, стало меньше смертей, хотя там и испанка тоже хорошо гулял. Но в общем и целом уровень жизни вырос. И вот эта чернь, да, среднестатистическая, она обрела силу голоса, право голоса и, соответственно, начала менять все общество. Феодальное общество ушло совсем. Английские лорды потеряли источник дохода, потому как перерасчеты денежные стали работать по-другому, да, теперь людям нужно было платить за их работу гораздо больше, и короли, которые, ну, лорды вот эти, да, элитные элиты, которые сидели на верхушках этих маленьких пирамид, как бы пищевых, да, они потеряли свою власть, и все это выровнялось. И вот в сериале «Аббатство Даунтон» как раз показан этот момент, когда и суфражистки, да, то есть первые феминистки стали бороться за свои права, и широкие рабочие массы, да, пролетариат тоже стал заявлять о себе, коммунисты вот на этой волне начали в Европу вкатываться из России. И вот это все дело заставило элитные элиты задуматься вообще о сути власти. И вот там очень хорошо, очень доступно, очень понятно показан момент принятия ответственности. Потому что лорд, который владел аббатством Даунтон, да, он находился в тяжелых раздумьях. Ему можно было продать это аббатство нафиг и уехать жить в Лондон. Но тогда все, кто привязан к этой земле, фермеры, которые платили какую-то денежку, да, вот этому самому лорду за то, что они пользуются этой землей, вынуждены были бы уйти с этой земли, а у них ничего нет. Они не владели этой землей, все эти фермеры. То есть, по сути, они бы разорились. Все эти слуги, которые обслуживали лорда в этом огромном замке, и это тоже работа, это тоже доход, да, который вынужден был выплачивать этот самый лорд. То есть он, по сути, своими выплатами он поддерживал жизнеспособность своих слуг. То есть он несет ответственность и за этих фермеров, чтобы этим фермерам было на чем выращивать урожай. И вот ответственность за этих слуг, которым, если он платить не будет, если он не будет давать им работу, кто им даст работу? Тогда им придется идти на завод, а там тоже заводы не резиновые. В общем, тоже вопрос такой ответственности. И вот король обязательно берет на себя ответственность. Обязательно. Верхушка пищевой пирамиды — это не только там, если бы я был султан, я бы имел 3 жен. Этих 3 жен надо содержать. И детей этих жен, и слуг, и вот всю вот эту вот пирамиду, на которой сидит царь, да, он должен как-то думать, он должен управлять ей, чтобы это все нафиг не развалилось. От того, что если все это нафиг развалится, да, и будет анархия, то анархия порождает хаос, а хаос порождает разрушение, да. И для того, чтобы из этого хаоса воссоздать какой-то порядок, чтобы всем было более или менее хорошо, чтобы все жили по законам упорядоченно, ты должен этим делом разумно управлять. Ты должен строить систему, ту самую башню, о которой мы с вами в старших арканах говорили. Соответственно, ты должен нести ответственность за всех тех, кто не хочет нести ответственность даже за себя. Понимаете? Помните фразу, да, из фильма? Вот вы думаете, нам, царям, легко? Царям очень нелегко. И это не столько награда, сколько тяжелый труд, да, потому как чуть что не так, все, тебя на вилы подняли, и все, вперед из песней. Вот такие дела. Когда ребенок смотрит, как папа приходит после смены, там, 12-часовой смены с завода, ложится на диван, открывает банку пива и смотрит футбол, не в состоянии что-то делать, а то, что он фигачил на этом заводе 12 часов подряд.
вот, то, соответственно, ребенок смотрит на это дело и думает, вот как хорошо папки, да? Пришел, пиво пьет, футбол смотрит. А мамка тут целый день. Вперед-назад, ищи, свари, и свиней покорми, и там то и сё, и пятое, десятое. Вот. Мамка работает, папка не работает. Вон он на диване лежит. А то, что папка где-то там вкалывает, это никто не видит. Кроме этого самого папки. Вот. Если женщина умная, она тоже понимает, что мужчине, который пришел с работы и принес много денег, больше, чем сосед, нужно обеспечить быт. И этими деньгами правильно распорядиться, закупить правильные продукты, сделать из этих продуктов что-то удобоваримое. В общем и целом, королева должна была распорядиться тем ресурсом, за которым, наличествование которого обеспечивал этот самый король. Понимаете? Это как локомотив и вагончик с углем. Кто-то кого-то тащит, но за счет того, кого он тащит, понимаете? Это всегда взаимосвязано. Мужчина и женщина — это две половинки вот этого самого взаимодействия. По сути, в наше время неважно, кто там впахивает на заводе или в айтишечке, или там в дизайне где-нибудь, или там на ютубчике. Абсолютно неважно, кто зарабатывает. Главное, чтобы второй партнер помогал. Вот. Либо он может, конечно, сам себе впахивать на своем заводике, но тогда давайте совместно вести домашнее хозяйство. Там и посуду мыть, и там готовить по очереди, и детей из садика забирать по очереди. В принципе, так и устроено наше общество. С не очень понятно, кто королева, кто король. Зарабатывают оба примерно одинаково. На работе по 8 часов примерно одинаково. Какая разница, кто забирает ребенка из садика, кто там заказывает суши на ужин? Абсолютно никакой разницы. Поэтому вот права выравниваются, и, соответственно, это требует, вернее, возможности выравниваются, и, соответственно, тут требуется равенство прав. Вот такие дела. Блукрау пишет: один великий философ как-то сказал, большая сила предполагает большую ответственность. Это не один великий сказал, они там все там, через одного об этом говорят. Вот такие дела. Как понять, к какой карте двора относится человек? Расклад же вы делаете, да? И соответственным образом вы, как выпадает у вас расклад, да, как выпадает карта, то, собственно, вот что за человек, да, и вытаскиваете по очереди карты, и первая придворная карта будет показывать, что за человек. Это если так совсем примитивно. А так-то, в общем и целом, вы, когда делаете расклад, у вас выпадают карты придворные. И когда это расклад для какого-то определенного человека, то придворная карта в определенной позиции показывает, как себя человек ведет вот в этой ситуации. Управляет он ситуацией, либо подчиняется он этой ситуации. Является ли он пажом, который понимает, что происходит, но ничего поменять не может, либо он является королем, который, в принципе, управляет всей этой ситуацией и может, если захочет, свернуть это все, выкинуть нафиг от греха подальше, да, выйти из ситуации, как королева может сказать: не, я тут в этом не участвую, я увольняюсь и все. Вот. Рыцарь может поискать, да, то есть яркий пример. Человек приходит к вам и спрашивает: у меня проблемы по работе. Что делать? И, соответственно, вы выкладываете расклад. И там фигурирует какая-нибудь из придворных карт. Паш будет говорить о том, что, что поделать. Улыбаемся и машем. Да, впряглись и пашем. Работай, терпи, да, как это, Иисус терпел и нам велел. Вот это паш. Человек зависим от ситуации, тяжело тебе на работе, старайся лучше, все. Вот. А если рыцарь, то, соответственно, ты что-то можешь придумать. Поговори с директором, пройди там курс переквалификации, как-нибудь что-нибудь такое, да, то есть, придумай что-нибудь, включи голову, в конце концов, у тебя там есть какая-то определенная свобода действий. Уволиться ты не можешь, потому как у тебя нет там подушки безопасности, допустим, но с другой стороны, ты как бы можешь и как-то повлиять на свою ситуацию, выбирать, где работать и где не работать. В конце концов, ты можешь как бы с места на место перейти, сменить одно место работы на другое место работы, да? Вот. Королевы отвечают за то, что ты можешь очень серьезно влиять на ситуацию. Это
в нашем положении очень сложно понять, в чем разница между королем и королевой, но короли могут сказать: да ну нафиг, я увольняюсь. Ну-ка, либо вы мне платите столько, сколько я хочу, либо я увольняюсь. И вот королю заплатит столько, сколько он хочет. Именно этим он и отличается от королевы. Королева может как-то повлиять на начальника, как-то договориться, как-то что-то где-то такое провернуть, чтобы непременно начать управлять ситуацией, повернуть ситуацию в ту сторону, которая ей будет выгодна. Отличие от рыцарей в этом плане, что рыцарь может это в ограниченном варианте провернуть, а королева при желании может и уйти из этой ситуации и сказать: ну, не хотите, как хотите. Да? Вот король, он управляет полностью. У него, по сути, и проблем-то никаких быть не должно, если он захочет. Поэтому, если человек говорит: ну, у меня что-то как-то проблемки, да, смотришь, а там король. Ну, либо ты не понимаешь, что у тебя нет проблем, либо кто-то, да, управляет твоей ситуацией и является для тебя королем. Значит, иди разговаривай с начальником. Кто ты там, сложно сказать. Ну, в общем, каждый расклад, там все зависит от формы расклада. Просто-напросто. Вот такие дела. Все, кто жалуется на тихий звук, сделайте себе звук громче на своих устройствах. У меня звук почти на максимуме. То есть, ну, я не могу, то есть я могу сделать громче, но у вас громче не станет. Звук просто станет менее приятным. Вот. Роман создал удивительную площадку для общения и получения уникальной информации. Спасибо, Лев. Спасибо. Где можно развиваться и знакомиться с хорошими людьми по интересам. Спасибо. У меня есть еще для моих учеников, которые у меня на курсе учатся, у меня есть отдельная группа. Там сейчас 180 человек, что-то в этом роде. Вот. И там прям так активненько, очень бурно. Роман, про нюансы и отличия стихий говорить будете? Буду, конечно. Сейчас мы к этому как раз и переходим. Чего вы так торопитесь? Не спешите. Сегодня пятница, вечер. Куда спешить? Зачем? Замира пишет, что мне казалось, что пажи вообще ничего не делают. Ну, это вам казалось. Так. Пажи служат, учатся, подносят и т.д. Делают, еще как делают, конечно. Вот. Пажи это рабы в поле отсюда и до вечера. Ну, не обязательно рабы, но, скажем так, люди, которые все-таки очень серьезнее всех других зависят от ситуации. В принципе, даже могут и уволиться. Кто же мешает-то, да? Но ситуацию они этим свою ухудшат, скажем так. А так-то мы все живем с вами в демократической стране. Да? Да, каждый в своей. Нюансы стихий. Раз уж пошла речь про нюансы стихий, обязательно нужно это обозначить. Смотрите. Мы с вами уже говорили о стихиях. Кому не очень понятны сами стихии, крайне рекомендую сходить на предыдущие эфиры, полистать по плейлистам особенно и посмотреть все, что касается тузов, допустим. Лекции предыдущие, там по стихиям идет разделение такое достаточно серьезное. Если же говорить о короле и королеве пентаклей, напомню, что о рыцарях и пажах мы с вами уже говорили. Пентаклей. Давайте про королеву и короля пентаклей. Что это за характеры? Во-первых, есть лекции, где я подробно разбираю каждую короля и королеву. Каждого короля и каждую королеву разбираю подробно. Но сегодня, в свете всего того, о чем мы с вами уже говорили, давайте еще раз это все дело обозначим. Пентакли — это предельно материальная сторона вопроса. Это стихия Земли. Это люди прагматичные, которые ориентированы в первую очередь на получение какого-то прагматичного, опять же, результата. Да? То есть результат какой-то должен быть. Он должен иметься. Это иметься. Это либо деньги, либо какой-то опыт, либо какой-то другой ресурс, который человеком ощущается как что-то чуть ли не, ну как сказать, материальное, да,
чуть ли не... Ну, можно чуть ли не в граммах взвешивать. Понимаете? Вот. А люди, которые будут управлять вами на работе, либо вы, если будете управлять кем-то, королева Пентаклей в первую очередь спрашивает результат работы. Она не пытается оценить с точки зрения ума человека, либо с точки зрения желаний. Она не управляет желаниями человека. Она манипулирует результатами. Король напрямую формирует требования к результату. Да? Ему нужно именно так, в конкретной такой вот форме. Королева выбирает из нескольких форм, она может менять свое отношение. То есть с королевой договориться можно. Если королеву не устраивает результат вашей работы, качество вас как оппонента, да, допустим, уровень заработка, то с ней договориться еще как-то можно. Она более терпеливый, более спокойный человек. Вот король, он требует полного внимания к этому самому результату. С ним спорить смысла нет. Он главнее всего. Причем это человек, который, что королева, что король, они не будут неким образом, скажем так, прислушиваться к каким-то разумным доводам. К меркантильным, да. Разумный — это логичный. Логика, если нет результата, их не устроит. Им нужен результат, конкретика. Никакие объяснения, никакие оправдания, никакое вранье их устраивать не будет. Есть результат? Есть. С ними сложнее всего. Они самые медленные в плане принятия ситуации, которая их не устраивает. Да, и королю, и королеве порой приходится принимать ситуацию так, как она есть. Но они медленнее всего меняют свое отношение к этому. Поэтому с ними сложнее всего. Есть такие, знаете, упрямые начальники, с которыми, скажем так, нужно просто делать то, что они от тебя требуют. Причем в этом плане, да, королевы, они более понятливые, они могут войти в положение, но до поры до времени. Если вы тянете резину с королем и с королевой Пентаклей, это делать проще всего. Но если вы обещаете им что-то, обещанное должно быть обрисовано в предельно доступной форме, визуализированной. Там оно должно чуть ли не... Ваши рассказы должны практически благоухать обещанной выпечкой. Да? Если вы обещаете им испечь торт, то вы практически должны заставить представить их этот торт, чтобы они вам поверили. В таком случае, как бы они будут сбавлять свои требования. С королевой Пентаклей, ну, допустим, да, какой подарок нужен королеве Пентаклей? Королеве Пентаклей нужен вкусный, либо дорогой, либо красивый подарок. Она должна его чувствовать чуть ли не на физическом уровне, а еще лучше на физическом уровне. Это должно быть что-то, имеющее реальную стоимость, реальную ценность, либо, скажем так, либо это должно иметь материальное ощущение. Вот. Какие-то символические подарки король и королева не примут. Но еще раз, королева может вас простить. Там на первый, второй раз. Король, если нет, то нет. В плане каких-то интимных моментов, да, это ориентация в первую очередь на физические ощущения. Ну, в эту тему мы углубляться не будем, иначе там YouTube будет против, да, скажем так. Другое дело у нас с жезлами. Жезлы, в отличие от пентаклей, это желание. Это не столько физическое, не столько форма общения, сколько заинтересованность, скажем так. Это погружение в социум. Вот. И сейчас мы с вами об этом поговорим. Там что-то в чатике интересное спрашивают.
Так. Вопрос по пажу чаш. Почему у него рыба в чаше? Ой, потому как это стихия воды. Это намек на то, что человек погружен в эту самую стихию. Рыбки-то есть у всех. У каждого этого самого есть рыбки. Поэтому это просто символика воды. По жезлам. Так, и что-то там еще по вопросам. Чтобы паж стал рыцарем, нужно, чтобы он вырос. Да, уволиться просто так с работы у пажа может получиться, конечно. Но рыцарем становится человек, который меняет что-то в своей жизни, который имеет возможность выбрать. Паж возможность выбрать пока не имеет. Он может уволиться с одной работы и устроиться, например, на такую же. Но особо выбора у него не будет. Паж устраивается туда, куда его берут. Рыцарь выбирает вариант. Добрый вечер, пан Роман. Расскажите, пожалуйста, как вы легализовали в Польше свои консультации, чисто практический интерес. В Польше все очень просто делается. Нанимаете бухгалтера, и он вам все объясняет, что как, открыть ИП, это вариант ИП, все очень просто. На самом деле там ничего сложного нет. В Польше это делается очень легко, очень быстро. Спросите у бухгалтера, потому как сейчас очень часто все меняется. Собственно, потому что очень часто все меняется. Жезлы, социум, да, изменяющееся желание социума. Королева, она чувствует изменяющееся желание подчиненных, да, либо социума, в который она погружена, и потихонечку манипулирует этими желаниями. Вот, наверное, королева жезлов, она самая такая, самый умелый манипулятор. В позитивном и в негативном смысле этого слова. Потому что напомню, что манипулировать — это всего-навсего управлять. Да? Управлять чужими руками, скажем так. Да? Так что королева жезлов, она чувствует в первую очередь модные тенденции. А что такое модные тенденции? Это направление желаний людей. Чего они хотят, чем они интересуются, чего им хочется. И вот королева управляет ситуацией через чужие желания, через чужие эмоции. Если королева Пентаклей может потребовать результат, который она может воспринять, то король Пентаклей может потребовать любой, какой угодно результат. Королева Пентаклей выбирает из работодателей самого лучшего. Король Пентаклей, скажем так, к нему приходят работодатели и умоляют его о том, чтобы он как бы у них работал, если мы по работе говорим. Да? Король Пентаклей формирует свой заработок сам, ему платят столько, сколько он пожелает. Королева Пентаклей, скажем так, она заставляет других людей сформировать такую цену, которая ей выгодна. То есть она не может напрямую цену назвать, но может заставить других людей побороться за повышение цены. Король Пентаклей просто пишет свою цену, и ему платят то, что он требует, потому что он хозяин. У жезлов то же самое, только желание, да. Королева жезлов, она управляет ситуацией через желание других людей. Да? Она заставляет их хотеть что-то. Королева жезлов заставляет рыцарей что-то хотеть, и эти рыцари делают то, что они хотят, думая, что это их желание. Помните, я вам приводил пример, или это я на какой-то группе обучения, на каком-то курсе приводил пример, что королева жезлов — это Анна Австрийская. Да, и сейчас мы с вами, кстати говоря, вот сейчас мы с вами можем вернуться в визуал. Анна Австрийская, да, она решала свои проблемы с помощью Д'Артаньяна и трех мушкетеров, да? При всем этом Д'Артаньян выполнял, как ему казалось, его желание. Это он хотел помочь королеве, потому что это позволяло ему добиться благорасположения Констанции Буанасье, да? То есть он, в принципе, Д'Артаньяну было плевать на то, что там у Анны Австрийской. Но Констанция его попросила, да, тогда я тебя поцелую, если ты захочешь. И Д'Артаньян такой волосы назад в этот Лондон
побежал, еще и 3 мужиков с собой как бы сагитировал, да, вот на эту движуху. А надо это было все кому? Анне Австрийской, да, причем напрямую отдать приказ она не могла. Она заинтересовала Д'Артаньяна, и Д'Артаньян сам побежал. Вот так работают королевы, понимаете? А короли определенным образом диктуют свое желание. Они просто-напросто эту самую моду вводят. Мне так хочется, поэтому вы все будете скакать вот шеренгами, потому что мне так хочется. Король жезлов может напрямую диктовать свое желание. Я хочу, чтобы вы поехали в Лондон, там и что-нибудь там привезли мне там, я не знаю, что вы там можете привезти из этого Лондона, да? Вот. Король заявляет о своих желаниях. Король фокусирует внимание подданных на том, что хочет он. Королева фокусирует внимание подданных на том, на чем, на их же собственных желаниях, понимаете? И управляет ими из-под тишка, как бы. Вот вся разница. Почему? Потому что королева не может напрямую диктовать свою волю. Так что в плане работы, когда к вам приходит начальник и говорит: так, я хочу, чтобы ты вышла там 31 декабря вечером в смену. С вами король жезлов общается. Но когда к вам приходит директор, который говорит: слушай, Татьяна Васильевна, ты хочешь там, зарплату больше? Хочешь 5 отгулов? Или хочешь там, я не знаю, Жигули, да, как в том фильме. И Татьяна Васильевна такая: наверное, хочу. А что надо? Выйди 31 декабря вечером в смену, да. И вот эта королева жезлов, она не может напрямую оперировать желанием человека, но она может направить внимание человека на его слабости. Это очень такое, как бы, дьявольское, колдунское, хитрое поведение. Поэтому там черная кошка, да. Почему? Потому что кошками управлять нельзя. Кошки не будут тебя слушаться. Но кошку можно заманить. Там, куском рыбы, молоком в блюдечке. То есть с кошкой можно договориться, если ты чувствуешь, чего эта самая кошка хочет. Вот. Вот такие дела. Вот тут вся разница между королевами и королями. Лев пишет, что король Пентаклей сам себе устанавливает зарплату. Да, совершенно верно. Он сам себе хозяин. Могу копать, могу не копать. Не так особо. Захочу, буду копать. Не захочу, не буду. Паш Кубков учится управлять своей стихией. Рыбка в руках, пишет Ёшка. На самом деле, каждый Паш учится работать с стихией. И Паш Кубков, вот, и Паш Мечей учится махать мечом. И Паш Жезлов смотрит на этот жезл, как там с удивлением: нифига себе, какая штука выросла, да. И Паш Пентаклей, вот, уставился на этот Пентакль, как бы не веря. Это я сделал, да, как так получилось вообще, что что-то получилось. Ну, вот такие дела. А вот короли и королевы осознанно и внимательно это все дело проецируют. Причем у нас тут, заметьте, да, у королевы еще и этот самый, как его, подсолнух. А подсолнух, если вы помните, это символика лояльности, верности, да. Королевы жезлов требуют верности, преданности. Вот, и сами заявляют об этой преданности тоже. Если ты со мной будешь честен, и я тебе тоже там, как бы вот. Король просто приказывает. Вот, ему плевать, что вы там хотите. Королеве важно знать, что вы хотите, потому что она манипулирует вашими желаниями. То же самое с пентаклями, только в несколько другой как бы манере. Вот. Королева пентаклей может торговаться. Король — это ниже его достоинства. Но в чем фишка королей? С ними очень хорошо иметь дело, потому что они считают ниже своего достоинства торговаться. Вы им какую цену скажете, они так
Ну ладно, окей, заплачу. Но с ними нужно аккуратно, осторожно, иначе второй раз они могут не прийти, если цена им не понравится, если результат им не понравится. Мечи. Ох, мечи это очень интересная стихия, очень сложная в этом самом, в ощущении, но очень простая в понимании. Королева, она, скажем так, ну как бы так сказать, она обращается к каким-то высшим силам. Король является воплощением этих высших сил. Королева мечей может сказать, ну я могу сделать, но ты же понимаешь, что я не всесильна. Есть, в конце концов, удача, может не повезти, и королеве это прощается. Королева может сказать, ну не шмогла я, да? Ну не повезло, не срослось. Я-то все сделал, что могла, как бы, ко мне претензий нет никаких. Ну ты же понимаешь, в каком мире мы живем. Курс рубля упал, поставщик подвел, там еще что-нибудь такое, да, шел, споткнулся, упал, очнулся гипс. Ну, что угодно, любая отговорка, отмазка для королевы прокатит. Королю сложнее. У него отмазок нет. Но зато он может напрямую командовать. Да? Если с королевой можно договориться, с королем договориться нельзя. Ему нет нужды договариваться. Он просто ставит перед вами как факт наличествования чего-то. Он просто говорит, это вот так вот. И ты хочешь, принимаю эту позицию. Не хочешь, нет. Но это твои проблемы. Я сказал. Все. Королева жезлов. С королевой можно разговаривать. И она гораздо более приятный человек в общении, нежели король. Несмотря на то, что они такие, как бы, суровые, сидят такие. Вот тут, вот если, смотрите, мне чем нравятся версии именно этой колоды, да, то есть мы с вами, что это за колода вообще, да, если раньше я оперировал красивым, приятным клоном оригинальной колоды Артура Уэйта, да, ну, она такая просто более яркая была, да, вот у нас маг, да, Артура Уэйта, а вот внизу такой более яркий вариант, это колода Universal Weight Tarot, универсальная Таро Уэйта, это более современный вариант, там уже полутона, тени, свечения, то есть так более красивенько. Но теряется несколько, скажем так, искажается чуть-чуть рука художницы Памелы Колман Смит. А Памела Колман Смит была, как ни крути, достаточно неплохим художником. Или, как принято сейчас говорить, художницей. Я, на самом деле, извините, если я кого-то обижу, я не поклонник феминитивов. Потому что мне не важно, мужчина рисовал или женщина. Если это сделано хорошо, это хороший художник. Или художница. Неважно. Главное, чтобы нарисовано было хорошо. Если у вас что-то получается хорошо, какая разница, что у вас там под майкой? Есть бюстгальтер или нет? Там, или нужен он вам или нет? Это вообще какая-то ерунда, да? Привязывать сегодня что-то к полу, это, ну, зачем? Какая разница? Божечки. А вот, как говорится, называй меня как хочешь, главное, не бросай меня в терновый куст, да, скажем так. Вот такие дела. Так что, если мы смотрим на колоду оригинальную, а это колода 1909 года издания, это самая первая, самая правильная колода, какая только может быть у Уэйта. Это оригинал колоды Уэйта. Ну, само собой, у меня его нет на руках, потому что он стоит, я так думаю, каких-то абсолютно сумасшедших денег, потому как это раритет, это редкое издание, это самое первое издание, самое качественное на тот момент. Все последующие издания были менее качественными, к сожалению. Почему? Потому что это ограниченная версия за качеством издания, которые следили сами авторы. То ли Смит следила, то ли Уэйт следил, неважно. Но это самая качественная, самая тонкая печать. И тут хорошо различимы даже выражения лиц. Хотя, ну вы представьте себе, да, формат карты, что там можно рассмотреть. А мы вот увеличиваем сканы, да, это
сканированное изображение. И видим, что королева мечей, она такая, как бы, суровая, да, у нее лицо такое, как у военного. Вот, король мечей тоже недалеко ушел, серьезный товарищ такой, да. Почему? Потому что многие знания, многие печали. Некогда смеяться, когда Родина в опасности. А если вы заметили, женщины-актрисы, да, в американских кинах, которые играют всяческих там спецназовцев или как это, спецназовок, да, как правильно будет по-русски, не знаю, с этими феминитивами, у них у всех челюсть вперед выдвинута. Такое ощущение, что если женщине дают какой-то сильный мужской характер, у них честь сразу выдвигает, челюсть вперед сразу. Выдвигается, они весь фильм ходят такой вот выдвинутой челюстью. Вот очень похоже на королеву мечей. Ну, шутки шутками, да, вы меня простите за то, что я тут как бы это самое, ну, хочется, скучно, честно говоря, временами хочется и пошутить на эфирах. В общем и целом, королева, понимая всю серьезность происходящих событий, может как бы перевести стрелочки, может снять с себя ответственность, а король не может. Поэтому король мечей будет предельно с вами логичен. Королева допускает какие-то вариации. Королева может принять вашу точку зрения, может пойти на уступки. Король нет, не может, не будет. Король будет продавливать свою точку зрения. Хороший, разумный король будет делать вас счастливыми, даже если вы этого не понимаете. Перевернутый король мечей будет делать то, что ему хочется. Разница в прямых и в перевернутых, ну, в негативных, в позитивных королях в том, что они обязаны о вас заботиться. Только негативные короли этого нифига не делают. Они заботятся только о себе. Позитивный король, правильный король должен трудиться на благо своих подданных. На благо королевы, на благо всего королевства, скажем так. Вот. Королева то же самое. Должна как бы. Но у нее есть вариации. Она может уйти от темы, она может сбросить ответственность. Король этого, скажем так, этой привилегии не имеет. В этом королевы сильнее короля. Зато королевы ограничены в ресурсе, в возможностях. А короли не ограничены. Они могут делать все, что угодно, но несут ответственность за это. А королевы не могут делать все, что угодно. Да? Но и полной ответственности тоже не несут. Ответственность могут переложить. Сказать, ну, погода нелетная, еще что-нибудь такое. Умная королева всегда найдет отмазку. Умный король всегда найдет, как вас переубедить. Ему отмазки не нужны. Он вас заставит делать так, как вам правильно. С мечевым королем лучше не спорить, железные аргументы. Ну, как бы... Фраза короля мечей — это «не умеешь — научим». Не хочешь — заставим. Вот. Вот. Помните Мордюкова, да, в бриллиантовой руке? А если не будут брать? А если не будут брать, отключим газ. Вот это король мечей. Ну, разумеется, само собой, негативный. Человек, который в нашем мире, в наше время не находит аргументов, а находит только силовое решение вопроса, да? Это скорее негативный король. В наше время, когда все становятся, ну, по крайней мере, требуют равенства, правильный подход короля мечей, правильный король мечей не должен быть сильным. Это привилегия средневековья. Правильный король мечей должен быть умным, потому что в наше время знание — это сила. Да раньше ты мог тупо просто железякой человека ударить по голове и был бы прав. Потому что ты сильнее, что тут? Я сильнее, я прав. Все. Да? Закон джунглей. У кого зубы длиннее, тот и
тот и толще по итогу. А в наше время, если ты такой умный, что такой бедный, да, скажем так. Вот такие дела. Пан Роман немного пьян. Нет, у меня своей дури хватает. Зачем мне пить? Я на работе я не пью. Я могу себе позволить 100 грамм какого-нибудь крепкого, хорошего алкоголя. Вот. Но обычно это после работы, поздно вечером уже, когда мы там какую-нибудь киношку с женой смотрим или так отдыхаем, я могу там хорошего рома выпить 100 грамм. Но не стоит судить со своей точки зрения, если вам кажется, что я как-то развязно себя веду, а почему бы нет? А почему бы не повести себя чуть-чуть развязно? Окей. Перевернутый мечевой король для оппонента может быть очень логичным и жестким, пишет Лев. Может проявляться в виде агрессии, но логичной. Фишка в том, что эта логика может быть понятна только ему. Понимаете, для него все может быть логично. Там бей первым, да, если тебя зажали в угол. Либо если ты видишь, что там ура, мы ломим, гнутся шведы, значит нужно нажать. Ну, такое. Как бы карты Таро-то учат чему? Карты Таро учат тому, что надо думать наперед. И если тебе кажется, что надо добить, да, если ты победил, радоваться раньше времени не надо, потому что по пятерке мечей противник как бы твою насмешку, твою радость может как бы и вернуть. Что правильно побеждать, нужно учиться с уважением к противнику, а не загонять его в угол и не добивать его окончательно. Десятка мечей это решение проблемы, которая чревата, скажем так, неправильностью. И чревата тем, что ты не можешь исправить то, что ты понаделал. Да? Это может быть и хуже, но отмотать назад ты уже не можешь. Ты уже включился полностью в эту ситуацию. Вот такие дела. Так, что там в чатике происходит? Угу. Ну, там уже пошли обвинения. Да ладно, человек сделал предположение. Вот. Может быть, у меня язык немного заплетается, но вы должны учитывать, что у меня как бы никто мне не снимал диагноза заикания высшей степени. Вообще чудо, что я с вами разговариваю более или менее внятно, потому как половину экзаменов на выпускных экзаменах в университете, да, я с большим трудом сдавал, и оценочки у меня были не очень, именно из-за того, что я нормально, внятно произносить слова не мог, потому как еще не знал в то время, как с заиканием справляться. Сейчас-то я знаю, но это временами заставляет меня в какие-то моменты выражать это несколько более эмоционально. Вот. Чтобы нормально работать. Вот. Ругаться не надо. Вот. А то там уже решают, кто там засланный казачок, кто не засланный. Ну, спокойней, спокойней. Вот. Если что-то кому-то не нравится, колхоз дело добровольное. Не нравится, вам же деньги за просмотр не платят, можно и переключить, если что-то не так. А если нравится, you welcome, добро пожаловать. Вот. Вот такие дела, пироги. Так что с королевой мечей договориться можно, но и не ждите, что она сделает все, что в ее силах. Очень часто она имеет возможность перевести стрелочки. А вот король мечей, он несет ответственность полностью. Поэтому более, скажем так, суровый, более жесткий, более, скажем так, непреклонный. С ним спорить невозможно, и переубеждать его тоже смысла нет. Вот, там спрашивали по поводу бабочек. Бабочки — это символика воздуха. Символика воздуха, символика духовного перерождения еще. Потому что когда бабочка появляется на свет, она как бы является второй частью жизни существа, которое половину своей жизни проводит в воде, либо в земле в виде личинки. Да, как эта гусеница становится бабочкой, символически умирая в коконе и превращаясь в воздушное существо, которое до этого только ползало на земле. Символика перехода из стихии в стихию,
символика перехода из жизни материальной в жизнь духовную, да, то есть вот это вот все дело. Кстати говоря, уже вышла Дюна, да, вторая часть. Вторая часть Дюны. Хорошо бы его, конечно, в кинотеатре глянуть, но что-то как-то вот не до этого все, да. Вот. Так что я жду, когда выйдет в интернете в хорошем качестве Дюна, чтобы можно было скачать, купить, посмотреть. Так вот там я к чему все веду, да? Атрейдесы, они как раз имели символику воздуха. Это такие правильные, благородные рыцари, да? Вот. И у них они летали, если вы помните, на таких устройствах типа вертолетов, но в виде стрекоз. То есть такие механические стрекозы как бы. Это не зря нарисовано, это не зря так задумано, потому как стрекоза тоже символика перехода из одного состояния в другое. Потому что личинка стрекозы живет половину жизни под водой, да, а половину жизни она вот летает над водой, в воздухе. То есть она как бы переходит из стихии в стихию. Человек, который разумно подходит к вопросу, к любому, он потихонечку изучает несколько стихий, он имеет возможность перейти. Он разумный человек, который может познать все вершины всех аспектов, скажем так. Вот, вот такие дела пироги. Вот это коротенько, кто такие бабочки. Тоже хочу книжечку от пана Романа. Что за книжечка? Какая книжечка? Вам бы книжечку выпустить по вашим лекциям. Я еще слишком молод для того, чтобы меня искали в библиотеках. Хорошо. Ну, может и будет книжечка, но потом. Сейчас как-то вот не до этого. Если королева жезлов манипулятор. Манипулятор, не надо говорить, что манипулятор это как будто что-то плохое. Оно может быть как плохим, так и хорошим. Имеет право. Королева мечей это скорее, ну вообще, мечевые это скорее силовики. Королева мечей это женщина-ученый, либо женщина-врач. Вот я бы сказал женщина-врач. Так. Что там еще интересно по вопросам? Пан Роман, у вас... Так, похвала. Почитаю. Пан Роман, у вас прекрасная грамотная речь, тонкий, мягкий юмор. Обожаю ваши вебинары. Вы просто мудрый человек. Я старше, учусь жизни у вас у Таро. Я мало того, что мудрый, я еще и красивый, и благородный, и самое главное, что я скромный человек, очень скромный. Это вот мое основное качество, основное достоинство. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что это сарказм такой. Спасибо за похвалу. Что там еще? Вопросик какой-то был. Королева мечей — символ разума, логики, включает мозг. Меч — это символ разума, в принципе. Кто-то там про улитки спрашивал, еще что-то такое вот. Не могу найти уже, что-то не нахожу. Ну ладно. Кубки. Самая сложная стихия. Сложная в том плане, что ее сложно понять. Потому как кубки не поддаются пониманию. Это не логика. Это противоположность логике. Это интуиция. Да, либо эмоции. Ну, считается, что это очень схожие понятия. Интуиция и эмоции. Просто потому, что как бы одно порождает другое, другое порождает одно. Оно работает. Интуицию мы чувствуем через изменение эмоционального фона. Да? Интуиция — это хочется, не хочется, в общем и целом. Не в плане желаний, а в плане нравится, не нравится. Когда у вас спрашивают, ну как тебе? Вы можете сказать, что-то мне тут не нравится. А что именно? Непонятно что. В общем и целом, мне тут что-то не нравится, интуиция подсказывает, что надо отсюда валить. Вот когда интуиция вам подсказывает, и вы не можете понять, почему вам что-то нравится, либо не нравится. Интуиция — это такая вот черно-белая вещь. Очень простая. Это либо нравится, либо не нравится. Вот. Если вы помните,
самое лучшее отображение интуиции — это верховная жрица Плутон. Да? Там, где черные и белые столбики. Хотя, что я тут вам в воздухе рисую. Вот она, эта самая верховная жрица у нас с вами присутствует. Это, конечно, Плутон. Это интуитивное, внутреннее, эмоциональное, вводное по Плутону знание. Что такое хорошо, что такое плохо. Это то, что чувствует каждый человек внутри себя. Вот королева и король кубков, им не надо объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Это они вам объяснят, что такое хорошо, что такое плохо, просто потому, что они непосредственно формируют это ощущение. Король кубков, он управляет эмоциональным фоном через свою эмоцию. То есть он неким образом меняет ситуацию своими эмоциями, своим отношением к ситуации, своим поведением. Да? Королева влияет не столько на саму ситуацию, сколько на людей. То есть она отталкивается в управлении ситуацией от эмоций людей. Она меняет ситуацию, меняя эмоции людей. Вернее, пользуясь эмоциями людей. Это примерно та же фигня, что и в этом самом, что и в жезлах. Только в жезлах там прямая манипуляция через желание. Потому что манипуляция у нас всегда ориентируется на желание. А вот эмоцию поймать очень сложно. То есть можно сказать, что вы манипулируете настроением человека. Не желаниями, а настроением. Вот королева сама не очень понимает, вернее, она не может объяснить, она не может заставить. А вот король может. Король может, скажем так, поменять всю ситуацию. Королева может подстроиться. Вообще каждая королева должна подстраиваться под желание, под информацию человека, вернее, под информацию, которую человек дает, под ресурс человека, да. Все королевы немножечко подстраиваются под ситуацию и таким образом ей управляют. Основное отличие, еще раз, это очень важно. Основное отличие королей от королев: короли управляют ситуацией, как им хочется, напрямую. Королевы управляют ситуацией, подстраиваясь, соглашаясь в чем-то с этой ситуацией. Понимаете? То есть король может соглашаться, а может не соглашаться. Королева должна хотя бы сделать вид, что она соглашается, чтобы направить ситуацию туда, куда нужно. Вот. В общем и целом, если мы обращаем внимание на то, что кубки — это эмоции, то, соответственно, ситуация у нас эмоциональная. Королева кубков может воспользоваться эмоциональным фоном, который царит в коллективе, чтобы направить это туда, куда нужно. Да? Например, королева кубков заходит в кабинет, в котором располагается там бухгалтерия, и бухгалтерши сидят и там весело что-то обсуждают за чашкой кофе, как раз у них там перерыв, делятся шоколадочкой, да, и обсуждают что-то веселенькое. Последний корпоратив, допустим. Королева кубков заходит в ситуацию, заходит в эту бухгалтерию, моментально сканирует, что происходит, понимает, что тут ситуация не рабочая, а ей как раз нужна какая-то рабочая ситуация. И она, видя вот эту ситуацию веселую, шуточную, начинает тоже весело, там, шутками с прибаутками, как-то так вот влиять на этих бухгалтерш так, чтобы бухгалтерши сделали то, что ей надо. И бухгалтерши не замечая того, хорошо, бухгалтера, как бухгалтерша звучит не очень, да, бухгалтера, эти самые, они начинают подстраиваться под то, что им диктует королева, не замечая того. И смотришь, у них вроде перерыв был только что, а они уже тут же ей печатают какие-то там нужные ей документы, тратят свое обеденное время на то, что нужно королеве кубков. Королева кубков пользуется эмоциональным фоном. И поверьте мне, если бы она зашла в бухгалтерию, и в этот момент вся бухгалтерия там дружно оплакивала какой-нибудь неудачный роман
одной из коллег, да, она бы поплакала вместе с ними. Она бы посочувствовала, она бы рассказала слезливую историю, ее бы начали жалеть, и ей по итогу бы распечатали все те документы, которые ей нужны. Что там было у нее до пересечения порога этого кабинета? Абсолютно неважно, в каком она была настроении. Но если она чувствует ситуацию, чувствует эмоции, она ими пользуется так, как ей хочется. Она начинает направлять этот эмоциональный фон в нужную ей сторону. То есть она пользуется ситуацией. Понимаете? Король же ситуацией пользоваться не будет. Он ей будет владеть и распоряжаться, как ему хочется. Если король заходит в бухгалтерию, там эти бухгалтерши, неважно как, весело ржут над тем, что там происходит в какой-нибудь сериальчике, да, и грызут эту шоколадочку, он может их быстренько приструнить. Сказать: ну-ка, девочки, не время смеяться, родина в опасности, ну-ка давайте быстренько ко мне вот тут же вот отчетик годовой, то сё, 5-10, и смотришь, они уже так, кажется, уже забыли о том, что у них законный обеденный перерыв. Они впитывают серьезную, насыщенную эмоцию короля кубков, наполняются серьезностью момента и тут же вот начинают вести себя так же. То есть король формирует ситуацию. Он просто взял ту ситуацию, которая была эмоциональной, собрал, скомкал, выкинул, поставил свою. Так, это все не так, делайте так, как я сказал. Радуйтесь давайте. И они все начинают радоваться, да. Если он заходит, и они там грустят, он может рассказать шутку, прибаутку, станцевать, спеть, неважно, кто он, директор или президент там корпорации. Он может повернуть эмоциональный фон в ту сторону, в которую ему надо, в которую ему хочется. Ему не надо подстраиваться под ситуацию. Понимаете? Ему не надо манипулировать эмоциями других людей. Он просто вбрасывает свою, и все начинают плясать под его дудку, отчетливо понимая, что происходит. И никто ничего ему сказать не может. Что ты ему сделаешь, он там директор, президент корпорации или еще что-нибудь такое. Понимаете? Марго спрашивает: плохо понятно, чего ждать от перевернутого короля кубков. Это обманщик. Нет. Не обманщик. Но если у него настроение хреновое, он и вам его испортит. Понимаете? В самой эмоции ничего плохого нет. Если это негативная эмоция, ну тогда да. Проблема негативного короля кубков не в том, что он обманывает. Зачем ему обманывать? Ему обманывать не надо. Обманщица — это королева кубков. Она манипулирует. Король кубков просто тупо навяжет вам свою эмоцию. И вы будете чувствовать себя обманутым, но все предельно честно. Я к вам пришел. Вам там что, грустненько? Так я вам сейчас анекдот расскажу. Смотришь, все уже через слезы ржут там в кулак, да? Потому что анекдот в самом деле смешной, а он еще так забавно его рассказывает, там в лицах, глаза выпучив, все дела. Ну, душа компании, да? Вот. Но если всем весело, а ему грустно, он вам настроение испортит. Вот. Тут суть не в том, что там весело, грустно. Ситуации-то разные бывают, эмоции-то разные бывают. Серьезные, несерьезные. Вот. Просто есть люди, которые управляют эмоциональной ситуацией, и ничего вы им противопоставить не сможете. Если с королевой кубков еще как-то можно повзаимодействовать, подоговариваться, что-то как-то попытаться на нее повлиять, и вы будете видеть, что она все это замечает, чувствует и тоже как-то так играет в эти игры, да, то с королем абсолютно бесполезно. Он повелитель водной стихии, повелитель эмоций, все короли повелители. Вот. То же самое с информацией, с мечами, да. С королем мечей, как я уже сказал, спорить бесполезно. У него свои данные. И его данные с вашими, если не совпадают, ну, это ваша проблема. Это не проблема короля мечей. Понимаете? С королевой можно как-то попытаться договориться, поспорить. Она будет принимать чужую точку зрения, если это разумно. Вот. А король
умнее вас в любом случае. Вы его не переплюнете. С ним нет смысла спорить, потому что он прав. И все. Вот такая. Роман, добрый вечер. Дама кубков. Почему такая угрюмая и злая? А она не угрюмая и злая. Она серьезная и сосредоточенная. Вот, она скорее спокойная. Тут, надо сказать, наверное, Памела Колман Смит хотела передать какую-то серьезную женщину, да, получилась, на самом деле, какая-то угрюмая. Тут я с вами согласен. Но по смыслу она прячет эмоцию. Эта эмоция непонятная. Если в кубок королю заглянуть можно, да, и этот самый кубок открыт для обозрения, он не скрывает ничего. И ему весело, он показывает, что ему весело. Рыцарь и паж, они не могут скрыть свою эмоцию, потому что у них возможности нет. Да? У них нет крышечки на этот кубок. Вот. Их эмоцию все видят. А вот у королевы кубков крышечка, ну там условная крышечка, там этот самый ковчег завета, да, по сути. Это у нас нарисован ковчег завета. То есть это тайна. Тайна, которую ты должен чувствовать, это умение погружаться внутрь, в себя, в свои собственные эмоции, умение анализировать свои собственные эмоции и обращаться с ними так, как тебе заметно, а другим не видно. То есть это человек, который умеет погружаться во внутренние скрытые эмоции и умеет скрывать эмоции. Королевы уже умеют оперировать стихией так, как им надо. И в первую очередь, первая степень управления этой эмоцией, вторая у королей, первая степень управления эмоциями у королев, да, это сдержать свои эмоции, успокоиться, не показать никому свои эмоции, сделать спокойное лицо, сделать вид, что тебя ничто не беспокоит. Вот это умение управлять эмоциями. Только королева кубков может управлять своими эмоциями. Поэтому она может никому их не показывать, не выпускать наружу. Она их держит как бы в закрытой коробочке. Вот. А королю это не надо. Ему все равно, видит там кто-нибудь его эмоции или нет. Ему не надо скрывать. Он просто показывает эмоцию, которую считает нужным. Потому что, ну а что ему бояться вообще, в общем и целом. Вот и все. Ну вот примерно так. Лера Абальмасова спрашивает, что за кубище. Ну вот это, загуглите ковчег завета. Он примерно так и выглядит. Это тайна. Тайна, которую Бог передал людям. Если помните, The Lost Ark, утерянный ковчег, да, как это, Индиана Джонс и в поисках ковчега или как там, что-то такое. Вот там тоже были такие вот херувимы, там по бокам стоят херувимы. Вот. Видите, вот эти фигурки, это крылышки, это голова, это молитвенно сложенные руки, только вид в профиль. Там лев, орел, ну, 4 стихии, короче. Вот, это тайна мироздания, которая находится внутри человека, в интуиции, да. Интуитивно человек знает все тайны, интуитивно человек обо всем догадывается. Это вот символика эмоций, скажем так. Это такая условная верховная жрица, но в масти кубков. Вот такие дела. Вот там, кстати, Алексей спрашивает, что-то у него от жрицы есть. Да, совершенно верно. Верховная жрица — это что-то вот, что-то более крутое, что-то более объемное. А королева кубков, она только по эмоциям. У нее нет знаний. Верховная жрица может хранить и прятать как знания, так и ресурс, да, а королева кубков, она прячет только эмоции. Вот. Ну, я думаю, что надо же было какой-то тут особенный кубок закрытый нарисовать. Что такое закрытый кубок? Да, это что-то такое, что прячет содержимое. Там можно было коробочку просто, но так как у нас кубки, то кубок с этим самым, с крышечкой, это ковчег. А про облака на картах, что они значат? Ну, это стихия воздуха, облака.
Причем у рыцарей, да, вот такие облака более рваные, более динамичные. Это движушная стихия. Стихия, которая в движении. Самая активная стихия, это, как я уже раньше говорил на прошлой лекции, у рыцарей. Вот. Пирамиды, ну, смотрите, если сравнивать пирамиды, у меня тут есть такое ощущение, это опять же, ну, во-первых, это пустыня, да, потому как огонь, температура, жаркий воздух, это вот все стихия огня, как бы, да. Вот, отсылочка, конечно, к Египту, там вот это все, да, египетская мода, социум, да, мода на Египет, над которой, я подозреваю, несколько потешались Уэйд и Памела Колман Смит, но доказательств у меня нет, только ощущения. А вот у пажа это как бы дюны, да, это, скажем так, маленький опыт. У рыцарей более серьезная работа, там уже намек на тройку пирамид, да, на то, что большое количество работы сделано. Это то же самое, что в Пентаклях, да. Вот тут только-только начатая пашня, да, а тут уже как бы вспаханная такая. Если паш Пентаклей зависит от ситуации, то есть он собирает, что ситуация дает, ягоды, да, допустим, вот, то результат рыцаря Пентакли зависит уже в большей мере от его действия, от его деятельности, да, что посеял, то и пожнешь, как поработал, так и заработал, вот. А королям и королевам уже, соответственно, работать не надо. Вот такие дела. Так что пажи больше зависят от ситуации, от стихийности, а рыцарь уже от собственных действий, да. Дюны появились сами, понимаете? Паж имеет дело с тем, что уже сложилось. Рыцарь имеет дело с тем, что он сам складывает. Он этот песчаник складывает уже в пирамиды, скажем так. Облака, ну, тут меньше как бы намеков, тут сложно сказать. Скорее, тут больше вот по облакам какой воздух есть, такой как бы Паш и использует, да? А вот с рыцарем он сам должен скакать, он сам скачет, у него все развивается, у него такая активная стихия более, поэтому Паш зависит, рыцарь зависит от того движения, от тех действий, которые сам же инициировал. Ну и, собственно, если мы берем пажа кубков, паж кубков, у него такая вода, как бы в общем и целом вода, вот у него вот есть вода, что природа послала, то и есть, да, это вот рыбак, допустим, опять же, можно сказать. Рыцарь кубков, у него динамика, у него река течет, у него меняется, эмоции меняются, да, поэтому он должен подстраиваться под эти эмоции более активно, вот, должен осознавать их, ну вот такие дела. Ну, а королева, король, тут они уже более или менее в полной мере управляют этой самой стихией. Причем король, он повелитель стихии, в принципе, он прям в этой стихии находится. Вот такие дела. Анна Плей спрашивает, почему королевы сидят на троне, направленном в разные стороны? Ну, в эту сторону я не копал, потому как есть множество разных этих самых... Есть множество версий, ни одна из них мне не видится в достаточной мере правдоподобной. Вот. Пока я не готов ответить на вопрос в направленности, куда они смотрят, куда они сидят. Мне кажется, это уже вторично. Это если и имеет какой-то смысл, то уже такой вторичный, как бы подчеркивающий общий смысл. Общий смысл мы с вами и так проявили. Вот такие дела. Вот. Так. Что там еще интересного? Пан Роман, если королева кубков показывает свою эмоцию, это перевернутое значение? Прошу прощения. Какие-то спамеры все время звонят. Почему-то польские спамеры. Ну, на польский номер, да, польские спамеры, само собой. На норвежский звонят норвежские спамеры. Хорошо.
Что там был какой-то вопрос. Если королева кубков показывает свою эмоцию, это перевернутое значение? Нет, я бы сказал, что человек вынужденный подстраиваться под эмоцию, человек, который вынужден скрывать свои эмоции, да, есть такие люди, которые не демонстрируют свою эмоцию, когда надо, когда не хотят, понимаете? Вам важно понять, что человек чувствует, а она, как это, покерфейс. Когда ваш противник контролирует полностью свои эмоции, вот вы играете в покер с какой-то женщиной. А покер это всегда умение прочитать чувства противника и сыграть на противоходе, да? Вот. Вот негативная, перевернутая королева кубков это ваш противник. Понимаете? Когда вы не можете прочитать ее эмоции, потому что она прячет эмоцию. Она для вас враг. Понимаете? Но когда вы сами скрываете чужую эмоцию, когда это правильно, да, когда вы, допустим, когда для вас важно, чтобы человек не показывал свои эмоции, делая вид, что все нормально, не оборачивайся. И королева кубков не оборачивается. Потому что не надо, потому что она держит свои эмоции под контролем. Тогда она позитивная, понимаете? Итак, королева кубков прячет свою эмоцию. Ну, умеет управлять. Она может прятать, может и не прятать. Но она управляет. Человек, который сдерживает, умеет управлять своими эмоциями, это королева кубков. В любом случае, если она за вас, она будет позитивная. Если она против вас, если она вам вред наносит, она будет негативная. Понимаете? Лев пишет, кто куда смотрит, это уже не имеет значения, это уже придирки. Ну, не то чтобы придирки, люди интересуются, интересно же. Это мелочи, скажем так. Наталья пишет, предположение. Королева кубков испытывает эмоции от уже происшедших событий, Пентаклева имеет что-то от уже сделанного, мечи и жезлы, движ вперед. Но, может быть, а может быть и нет. Над этим надо подумать, чтобы сделать какие-то выводы серьезные. Так, пока сложно сказать. Вот такие дела. Так, притворная карта всегда характеризует человека, задавшего вопрос, или бывает описывает ситуацию с человеком? Каждая карта Таро — это ситуация. Каждая карта Таро — это ситуация. Просто придворные карты описывают ситуацию, где очень важен человек, то, как он себя ведет. Младшие карты — это ситуации, в которых важна сама ситуация. Понимаете? Надо обращать внимание на то, что человек делает, а не какой он. Вот. И, соответственно, старшие арканы — это карты, которые говорят о том, что тут важно почему, важны причины возникновения, либо причины изменения ситуации. Вот как-то так, таким вот образом. Окей. Давайте на этом будем закругляться, от того, что уже как бы у нас за 2 часа все это дело перевалило. Ну и пишите в комментарии, пожалуйста, что там новенького, свеженького вам записать, потому как у нас этот интенсив закончен, мы можем перейти к какой-то более интересной теме, более глубокой. Давайте к более глубокой, чтобы это было интересно. Потому как я готов разговаривать на какие-то глубокие темы, на поверхностные не очень интересно. Вот, хорошо. Это уже потом пишите, да? Обязательно после этого самого, после эфира прокомментируйте. Если не прокомментировали, поделитесь этим эфиром, записью эфира, неважно. Ваши лайки очень важны, это все помогает. Я забыл с самого начала сказать. Ну уж, извините, бывает. Добренько, хорошо. Рад был вас сегодня всех видеть в чатике, да? В чате. Увидимся на следующей неделе. И, скорее всего, в среду я запущу какой-нибудь эфирчик для спонсоров. Да? Вот, добренько. Все, рад был всех видеть. Всем приятных выходных. До свидания.